Как читать сертификат бриллианта? Мы будем разбирать на примере самого ценимого в России сертификата лаборатории ЖИА. Извините, я буду называть на французский манер название. Итак, что нужно увидеть в сертификате перед тем, как вы купите камень, потому что потом будет поздно. Самое главное – убедиться в том, что описывается натуральный камень. Указывается в первой же строке. Например, в сертификате HRD, который я больше люблю, это указывается и на обложке, и внутри. Потому что может быть, вообще-то, написано и вот так. Lab-grown, выращенный камень. Нет слова «натуральный», нет разговора про покупки. Исключений нет, не покупаем. Форма. Нужно убедиться, какой формы описан бриллиант. На случай, если вы покупаете не просто в магазине, а все-таки ориентируйтесь на таблицу Рапопорта, будете обсуждать наценку или скидку от таблицы Рапопорта. Нужно убедиться, что, во-первых, тот камень, который вам предлагают, имеет ту же форму, что описано в сертификате, тем самым лишнее подтверждение того, что камень соответствует сертификату, и для того, чтобы знать, как рассчитывать цену. Потому что по таблице Рапопорта фантазийные камни стоят дешевле, чем круглые при таких же характеристиках. Вес в сертификате указан в каратах до второго знака после запятой. В любом случае указывается вес 1,5 карата, даже если это лабораторные, или здесь 0,51 карата. Не забывайте о том, что при переходе в другую группу по таблице Рапопорта цена резко изменяется. Поэтому не слушайте объяснения, что это почти 1 карат, почти 2 карата. Смотрим только то, что написано в сертификате. И тем более не слушаем разговоры про общий вес бриллиантов в кольце. Потому что маленькие камни стоят очень дешево, близко к тому, чтобы сказать, что они не стоят ничего, но это неправда. Они и стоят, но стоят мало. Цвет. Цвет указывается буквами латинского алфавита. Лучший цвет D. Чем дальше от D вниз по алфавиту, тем камень желтее. Самое страшное – это небольшая звездочка рядом с указанием цвета. Это значит, что что-то не в порядке. Посмотрите на этот сертификат. 10 карат, редкий камень. Прекрасная чистота ВВС-2, отличное качество огранки, цвет Е со звездочкой. Почему для нас это важно? Потому что камень без звездочки по таблице Рапопорта стоил бы при этих характеристиках около 900 тысяч долларов, то есть почти $1 миллион. Но в сертификате указано, как объяснение звездочки, цвет был изменен. Изменен с помощью метода высокого давления и высокой температуры. Для нас это не важно. Важно, что он изменен. Нечестные продавцы, при том, что скидка на такой камень составляет 80%, то есть на профессиональном рынке такой камень с измененным цветом можно было бы купить за 20% от его цены по таблице Рапопорта. Не за 900 тысяч, а всего за 184 тысячи долларов. Но нечестные продавцы где-нибудь в Дубае вполне могут продать его все еще с большой скидкой, но за 370 тысяч долларов, в 2 раза дороже.
подгоняя покупателя, говоря, что вот в соседнем помещении сидит шейх, шах, не знаю кто, купит немедленно за наличные 400 тысяч, ну просто тебе предлагаем из уважения к тебе. Я трижды сталкивался с людьми, которые купили вот такие камни. Почему говорю про Дубай? Потому что 2 раза это было именно в Дубае с измененным цветом. Ну и 2 раза спас, если не людей, то во всяком случае их большие деньги, обратив внимание на информацию про изменение цвета. Поймите, каждая буква, которую вы не поняли в сертификате, это деньги, которые выпали из вашего кармана. Смотрите каждую букву. Итак, мы разобрались с цветом. Теперь чистота. Чистота – это отсутствие или наличие включений. Если цвет обозначается буквами, то чистота обозначается буквами и цифрами. Указанием на изменение чистоты все не так просто, точнее, я бы сказал, плохо. Чистота тоже может быть изменена. Например, большое включение в центре камня, до него можно досверлиться лазером, туда залить, скажем так, смесь царской водки, выжечь темное включение. Это называется лазерное сверление. И вот тут появляется один из слабых моментов сертификата ЖИА, где это указывается на схеме, но нигде не описывается словами. А неопытному человеку очень сложно понять. Между прочим, я сам говорю, что не смотрите на схему, смотрите то, что написано. Сложно понять, лазерное сверление, так и лазерное сверление. Я не знаю, как гранят камень. Особенно, если ему рассказывают всю ту же историю про шейха, который сучит ногами и хочет купить этот камень. В сертификате HRD это указывается в комментариях, но нужно знать, что лазерное сверление – это плохо. Знаете, если вы думаете про покупку бриллианта весом, скажем так, больше 20 тысяч долларов, лучше делайте это с консультацией гемолога. Консультация гемолога стоит не так много, 200 долларов. Он много вам расскажет про камень. Огранка. Огранка обозначается в 3 строках. Идеально, если во всех строках написано excellent. Может быть написано very good. Лучше excellent. Если написано что-то еще, есть возможность выбирать, лучше не брать те камни, про которые написаны какие-то другие слова. Размеры камня. 95% всех бриллиантов это круглые. У круглого бриллианта указываются 2 диаметра. Самый большой и самый маленький, даже у круглого камня они почти всегда не совпадают, и глубина камня. Эти же размеры, например, длина и ширина, и глубина указываются у камня фантазийной формы. Не гонитесь за самыми большими размерами камня и обязательно следите, чтобы, если это круглый камень, на схеме сзади было нарисовано вот так, как здесь. То есть звезда с центром в виде точки. Иначе вы возьмете камень с другой нестандартной огранкой, он будет плоский, он будет большего размера, но он из-за этого не будет блестеть. Флуоресценция. Обращайте внимание на флуоресценцию только в случае, если она указана как very strong. В этом случае проверяйте, что камень не кажется молочным. Во всех остальных случаях считайте, что синяя флуоресценция – это ваш защитник, это ваш помощник. Масса недоразумений связана со схемой, где указаны включения.
Не бойтесь камней, где в схеме нарисовано очень много. Такие камни могут быть оптически абсолютно чистые. Обращайте внимание на то, какая степень чистоты указана в основной части сертификата, а не в то, что нарисовано. То есть вот здесь вот для вас важнее, чем то, что нарисовано в схеме. У вас нет знаний, чтобы спорить. Поверьте надежному сертификату. Все остальные данные, хотя важны для гемологов, для вас, как для покупателя, даже уже продвинутого покупателя, не столь важны. В сертификате чего-то не хватает? Да, с моей точки зрения, не хватает указания на то, если цвет, за исключением цвета D, уходит не в желтизну, а в зеленый или коричневый оттенок. Нет данных о возможной молочности камня, но эти данные вы можете получить только от гемолога, от дилера биржи. В сертификате в любом случае их нет. Сертификат служит не только для информирования покупателя, но и для того, чтобы можно было сравнить камень и сертификат, чтобы быть уверенным, что камень соответствует сертификату. Мы разбираем это в отдельном видео. Поэтому мой совет. Минимум покупайте камни с сертификатами ЖИА, HRD, ну и может быть и ЖИИ. И внимательно читайте каждую букву в сертификате. Если непонятно, просите консультацию независимого гемолога. Он сможет объяснить все, что вы, возможно, не понимаете. Даже если вам кажется, что вы понимаете, лучше он повторит, что вы понимаете правильно. Максимум покупайте камни у дилеров бриллиантовой биржи, байеров. Они и объяснят, и покажут, и цена будет в большинстве случаев ниже. С другой стороны, не думайте, что Артур и Анжела, которые привозят из Дубая и Милана часы, сумки и бриллианты, тоже являются дилерами. Нет, они шоперы. Шопер – это сумка. Они сами мало знают про бриллианты, их самих могут легко обмануть быстрее, чем вас, которые прослушали уже часть моего курса. Защита ваших денег в ваших руках. Проверяйте, пожалуйста, смотрите на сертификат. В следующем видео разберем, как сравнивать сертификат и камень. Ведь нельзя исключить ситуацию, что камень показывает один, возможно, измененный, возможно, плохой, возможно, синтетический, а вот сертификат показывает практически идеальный.